Друзья, сегодня мы вместе с вами поедем в огромный тур по Европе. Я расскажу вам про Париж и парижан, чем они живут и что едят. Вместе мы пройдемся вдоль Сены, подышим воздухом садов Версаля, проедем через Страсбург, покатаемся на качелях в Леголенде, промокнем под проливным дождем в окрестностях диснеевской крепости Нойшванштайн. Мельком проедем через Австрию и Лихтенштейн, покормим лебедей в Цюрихе, поедем в шоколадном заводе Maison Caillé, посмотрим музей легендарной группы Queen, сфоткаем самый высокий фонтан в Женеве, полетим в Прагу, где поедим тырдельники и споем джаз. Вы увидите много красивейших пейзажей. Я мог бы поставить тут несколько часов обворожительной, зеленой природы, километры дорог и лазурную гладь горных озер. Но хочется показать вам не только это. Так что заваривайте себе вкусный чай, устраивайтесь поудобнее. Это наш тур по Европе. Мы начинаем. Сборы, сборы, сборы. Столько всего нужно взять, ничего не забыть, на все случаи жизни. Вещи, зарядки, еда в самолет. Ни в коем случае не опоздать в аэропорт. Пройти все этапы регистрации. И bon voyage. В самолете находим свои места. Обязательно снимаем взлет. Спасибо, Танюш. Полетели. Для тех, кто не узнал, это Европа. Сначала мы направляемся в Париж. Давайте продвигаться вдоль нашего путешествия в хронологическом порядке. В Париже мы остановились у друга семьи, Жерара Седрю и его красавицы жены Гражины. Об этих людях нужно снимать отдельный фильм, ну а пока скажу, что их гостеприимство было вне времени и вне границ. Настоящий французский завтрак. Кофе, вкуснейший хрустящий хлеб, мед, варенье и разные другие вкусности. Все это уже ожидало нас на столе. Это Мона, сказочная собачка в сказочном доме в Париже. А вот Жерар на аудиенции у Папы Римского. А вообще у него есть целая комната с регалиями и трофеями со всего мира. Жерар – продюсер мировой величины. Но об этом и о том, что нас связывает с этим необыкновенным человеком, надо рассказывать отдельно. А пока хочется провести небольшой тур по его дому. А вот, кстати, и Жерар.
как всегда, быстрым шагом продвигается к цели. Тем временем мы направляемся в самый центр самого романтичного города мира. Дорога в центр нам предстоит немного на машине, а потом на метро. Транспорт в Париже и технология открытия дверей в туалет на станции метро – это отдельная тема. Иногда с бутылкой не разберешься. Впереди нас еще ждут приключения, связанные с трудностями перевода и ошибкой направления в метро. Но об этом позже. А пока из тихого спального Нуи Плезанс, где, собственно, и находится дом Жерара, мы переносимся в самое сердце Парижа – Триумфальная арка. Арк де Триумф была разработана и строилась 30 лет в начале 19 века по распоряжению самого Наполеона в честь достижений его великой армии. Ныне это величественное архитектурное сооружение является магнитом для туристов с единственной целью – селфи. А мы направляемся к мировому центру романтики, бессменному и самому узнаваемому символу Парижа. Построенная в конце 19 века, Эйфелева башня уже много лет держит звание самой посещаемой и самой фотографируемой достопримечательности в мире. Наблюдать и фотографироваться на фоне Железной дамы, как ее называют сами парижане, мы будем с огромной площади напротив, которая называется Сады Трокадеро. Именно оттуда открывается лучший вид для фотографий. Знаете ли вы, что привычное нам выражение «гвоздь программы» пришло в русский язык из ироничного сравнения башни с гвоздем на одной из выставок в Париже? А легендарный аферист Виктор Ластик сумел Эйфелеву башню продать, причем дважды. Немного не доходя до самой башни, мы решили выпить кофейка и побаловать себя сладостью. Непонятно, почему этот блинчик с шоколадом, который израильтяне гордо называют французским крепом, в любом торговом центре в Израиле стоит дороже, чем в самом центре Парижа у подножья Эйфелевой башни. Дальше, проходя вдоль Сены, мимо дома инвалидов, с моста Александра III, по старой доброй традиции кинем монетку, чтобы уж точно вернуться. Книжный рынок и последние продавцы закрывают свои лавки. Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам-де-Пари, часть обязательной программы посещения Парижа. К сожалению, собор был закрыт после трагического пожара, произошедшего за полгода до нашего тура. Так что лицезреть его нам посчастливилось только снаружи. Зато магазины бижутерии, а также магазины косметики были открыты. Локситан из Парижа – это наше все. Тут любой, а точнее любая, даже с самым изысканным вкусом найдет что-нибудь для себя. Совсем неподалеку находится прелестный квартал ресторанов, который мы не смогли пропустить и остановились подкрепиться. Кто же мог знать, что дома Жерар и Гражина ждут нас с потрясающим ужином по-французски. Хамон с дыней на аперитив, конечно же, бутылка красного вина. Основное блюдо – запеченная курица с зеленой фасолью, а на десерт ягоды и очень вонючие, но, по словам Танюши, очень вкусные сыры.
Запоминающееся окончание насыщенного дня. Наш третий день тоже прошел под знаком Парижа. На этот раз мы пошли в другом направлении. Елисейские поля Шон-Зализе – это главная улица Парижа, соединяющая Триумфальную арку и площадь Согласия. Это центр моды и бутиков. Тут вы найдете любой модный магазин. Вот, например, очередь в Луи Виттон. Не отходя слишком далеко, можно покататься полчаса на Феррари. Или, например, вот на этой Lamborghini Aventador. Всего лишь за 350 евро. Чуть дальше магазин Диснея со сказочными ценами на оригинальные игрушки. Дальше на нашем пути по счастливой случайности появилась церковь Святой Мадлен, названная в честь Марии Магдалены. Шоколадный магазин пропустить никак нельзя. Далее нас ждала Зара на бульваре Капуцинов. И настоящая кондитерская мастерская. Смотреть, как работают профессионалы своего вкусного дела, сплошное удовольствие. Наша следующая остановка – площадь Согласия, которая находится между началом нашего маршрута Елисейскими полями и садом Тюильри, куда мы пришли не просто так. Дело в том, что если пройти вдоль сада, то обязательно попадаешь к пирамидам Лувра. Но поскольку, к счастью или к сожалению, мы не являемся большими ценителями изобразительного искусства, то в сам Лувр мы решили не заходить. От Лувра на метро мы отправляемся в самый уютный район Парижа – Монмартр, чтобы погулять по его улочкам и, конечно, подняться на самую высокую точку города, где помимо потрясающего вида на Париж и, конечно же, миллиона туристов, вы найдете базилику Сакрэ-Кёр. Купол базилики украшен самой большой мозаикой во Франции. Может, у нас и была бы возможность им полюбоваться, но китайские туристы. Пеший спуск оказался нелегким. А дома нас ждал вкуснейший ужин от Жерара и Гражины. На аперитив – вино, колбаса и сырки. Пост-аперитив – морковь и сельдерей в соусах. Вкуснейшая запеченная говядина и макароны. На десерт виноград из собственного сада и торт. Наш четвертый день начинается с приветствия Моны. Сегодня у нас по плану дворец Версаль. И приветствие Моны должно было стать хорошим знаком. Однако в пути, который, к слову, был очень длинным, случилось несколько происшествий. Во-первых, из-за непонятных табличек в метро мы сели в поезд в обратном направлении. К нашему еврейскому счастью, этот поезд ходит по кругу, благодаря чему мы все-таки доехали туда, куда планировали, однако заняло это у нас намного дольше. Во-вторых, на радостях мы вышли немного раньше и, соответственно, шли пешком намного больше. Погода была хмурой, облачной, немного ветреной и порой дождливой. Но если и этого было мало, то наши нервы и Лилин отказ надевать шарф привели к небольшой ссоре. В результате часть пешего пути каждый из нас сделал в одиночестве. К счастью, наши ссоры никогда не длятся долго, и мы нашли выход.
У входа во дворец нас ждала огромная, завернутая как змея очередь. Даже в такую погоду Версаль привлекает и принимает десятки тысяч туристов ежедневно. И когда наконец-то мы выстояли свою очередь, на входе оказалось, что билеты надо было покупать заранее, совсем в другом месте. К счастью, оказалось, что мы не единственные туристы, кто этого не знал. Я побежал покупать билеты, а девочки меня ждали в отдельном месте у входа. Там еще одна очередь. В общем, зайти в Версаль door-to-door у нас заняло 5 часов. Мы решили не брать организованную экскурсию. Аудиогид везде и все расскажет в твоем темпе и на твоем языке. Это очень удобно. В любом случае, тур по Версалю можно поделить на две части. Прогулка по самому дворцу и прогулка по садам Версаля. Но об этом чуть попозже. Дворец, конечно, красивейший. Каждый сантиметр этого памятника искусств кричит о роскоши и стремлении к идеалу. Очень помпезно, но очень скучно. Тут спала австрийская эрцгерцогиня и впоследствии жена короля Франции Мария Антуанетта. А тут они принимали гостей, а тут танцевали, тут обедали, а тут обсуждали дела насущные. В общем, скукота. Там все настолько напыщено, что совсем невозможно представить, что некогда в этом доме кто-то жил. Создается сильное впечатление, что замок изначально построен как музей. Миллион туристов, которые до того стояли с тобой в очереди, абсолютно неожиданно, оказывается, еще ходят по тем же залам. Это все в какой-то момент довольно сильно надоедает. Единственное, что оставляло неизгладимый след, это зеркальная галерея, просто покоряющая своим величием. Для создания этой галереи были похищены венецианские мастера, которым тогда, в конце 17 века, принадлежала монополия на изготовление зеркал. То ли дело сады Версаля, занимающие огромную территорию, 800 гектар. Пешая прогулка по прилегающим к дворцу клумбам с красиво высаженными цветами – это лишь начало прогулки. Пешком даже за целый день невозможно было бы увидеть и малую часть садов. Поэтому, недолго думая, отстояв часовую очередь, по цене 34 евро в час мы взяли гольф-кар. Не могу сказать, что Гоша ехал намного быстрее, чем кто-либо из нас шел пешком. Но удовольствие от такого передвижения по огромнейшей территории садов, конечно, ни с чем не сравнится. Это наш рекомендацион. Дороги, тропинки, широкие аллеи между садами, живописные фонтаны и, конечно же, сами сады, утопающие в зелень. Без карты местности никак не разобраться. Нам несказанно повезло, что у нас был свой живой навигатор в шапке. Там даже есть платные дороги. Потом мы долго ехали в аэропорт, чтобы забрать машину, и торопились на крайний ужин с Жераром и Гражиной. Что было на том ужине, я оставляю для вашей бурной фантазии. Всего по Парижу за эти несколько дней мы пешком прошли 40 километров. Сегодня начинается самая динамичная часть нашего тура. Мы собираемся переезжать из города в город и посещать разные локации, разбросанные по разным странам. Для этой цели в нашем распоряжении Mercedes-Benz E-класса по кличке Веня с полностью забитым чемоданами багажником и 11 дней тотальной свободы передвижения. Первый пункт нашего назначения – город Реймс, или, как его называют французы, Reims, главной и единственной достопримечательностью которого является Реймский собор – Катедрале Нотр-Дам-де-Reims. Вообще по Франции соборов Нотр-Дам около 50, но именно этот собор стал местом коронации практически всех французских монархов. Его строительство почти 800 лет назад заняло более 250 лет. Отведав пищи духовной, мы направились на прогулку и шопинг по местным магазинам. Немного прибарахлившись, мы едем дальше. Страсбург – среднего размера город,
центр которого по кругу омывает река. А в самом центре города находится еще один собор. Вы угадали, тоже Нотр-Дам. Честно говоря, на картинках Страсбург выглядел намного более привлекательным, чем в реальности. Нас встретил довольно унылый город, с неприветливыми горожанами и пустыми улицами, которые порой наводили страх. Однако все равно мы посмотрели и собор, и типичные страсбургские домики. Даже выпили пиво и что-то перехватили в ирландском ресторане. И сразу домой, отдыхать. Ведь завтра нам предстоит Леголенд. Огромный парк развлечений, во многом построенный из кубиков Лего или по мотивам известного конструктора. Мечта всех детей. Леголенд находится недалеко от города Гюнсбург в Германии. А это уже другая страна. Ну как другая? Границы между Францией и Германией фактически нет. Переехали через мост, и мы уже на автобане. Дороги тут совсем другие. Что дороги? Тут даже хрюшки ездят с кондиционерами. Леголенд, конечно, удивил. Очень чисто. А главное, что несмотря на бешеное количество детей, там довольно тихо. Так. Так. Вот Таня с помадой и с очками со своими любимыми. Так. Вот я, только у меня светлые волосы. Вот Жора с нашим цветонитом, который кушает нашу сосиску. И вот наш будущий ребенок. Моя будущая сестра. Парк дарит детям и взрослым несколько видов аттракционов и развлечений на любой вкус. Там и аквариум с разными водными жителями, и комнаты страха, качели для разных возрастов, аттракционы погружения в другую эпоху или культуру. Тут же можно вкусно и недорого подкрепиться. По соседству никто не бегает, не кричит, и у тебя на голове не сидит. А в соседнем магазине заказать собственного дизайна вывеску на дверь. Но, пожалуй, самое главное и самое впечатляющее — это целые города и порты, районы и стадионы, построенные из лего. Они все живут и двигаются. В общем, море удовольствия. Вот это они всю дорогу вот это мне беседовали по духу. Вот это. Леголенд тоже наш рекомендацион. А мы едем дальше. Примечательно то, что насколько быстро бы мы ни ехали, всегда находился кто-то, кто нас обгонял. Но мы спешим не просто так, ведь 7-й день предлагает нам полное погружение в мир сказок.
Тут, наверное, стоит сделать маленький перерыв в повествовании. Дело в том, что подобный вид туризма, когда ты все время перемещаешься, предполагает некоторые изменения в привычном укладе. Во-первых, полное разделение между всеми вещами и теми, которые вам нужны каждый день, плюс те вещи, которые понадобятся сегодня, поскольку таскать за собой все чемоданы даже теоретически не представляется возможным. Во-вторых, ваши трапезы превращаются в основном в просто прием пищи. В нашем случае завтрак, купленный на заправке, съедается в машине. Обед, полдник, перекус непосредственно на локации. А ужин — это роскошь. Тем временем мы приехали в Оберамергау. Этот маленький, абсолютно сказочный городок на юге Баварии, наверное, одно из самых теплых воспоминаний из этой поездки. И это несмотря на то, что он встретил нас довольно хмурой погодой. Тут вы найдете домики, разрисованные по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена, балконы и сады, усыпанные цветами, и, конечно, абсолютно волшебные магазинчики, из которых нас просто невозможно было вытащить. Кете Вольфарт, магазин новогодних игрушек. К сожалению, снимать там строго запрещено, поэтому кадров из него очень мало, но даже из них видна атмосфера. Мы оставили в нем 150 евро. По соседству много разных других волшебных магазинчиков. Там и шляпы, и часы, и ковры, и игрушки, и разные другие полезные и абсолютно бесполезные безделушки. Конечно же, нам хочется всего и сразу. Мы везде заходим, все смотрим и все пробуем. Вот, например, аппарат, в котором всего за 1 евро можно раскатать 5 центов. Плоский, овальный и абсолютно бесполезный. Но такой кайфовый сувенир, сделанный практически своими руками. И несмотря на довольно серое небо, которое сопровождает нас уже который день, прогулка по Оберамергау — это чистое здоровье. Тут вокруг леса, от чего дышится совсем по-другому. Тут очень чисто и, несмотря на поток туристов, довольно тихо. Дома ухожены, а многие украшены эпизодами из разных сказок. Дворики, ну тут я промолчу, смотрите сами. В основном наша дорога лежит по сельской местности, которая сама по себе достойна нескольких кадров с высоты птичьего полета. А иногда поворачиваешь голову и, о боги, пейзаж достойный Лувра, нарисованный самой природой. А немцы, они за ней просто хорошо ухаживают. Тут тебе и лазурного цвета вода, и уточки кряхтят, и совсем ничего не боятся. Неподалеку от Оберамергау находится легендарный замок Нойшванштайн. Помимо того, что он красив сам по себе, он известен в основном тем, что именно он стал вдохновением для дизайна замка Спящей красавицы в Диснейленде. И именно его иллюстрация появляется на диснеевской заставке в каждом диснеевском фильме. Подъехать к замку на машине можно только работникам.
а простые смертные оставляют свои средства передвижения на парковке внизу, и к замку могут подняться либо абсолютно бесплатно пешком, либо за 2,5 евро с человека на автобусе. К сожалению, последняя экскурсия по замку начинается в 17:00. Но мы на нее немного опоздали, и внутрь замка, кроме парадного входа, нам войти не удалось. Однако мы отлично прогулялись по округе, пофоткались, и когда мы уже собрались уходить, начался проливной дождь. Последний автобус в сторону парковки уходит в 18:00. Очередь к нему собралась намного больше, чем он в себя вмещает, и даже на последней повозке нам места не хватило. Пришлось идти пешком. Дождь даже не думал останавливаться. 2 зонта, крепкие объятия, 40 минут ходьбы. Как результат, мы вымокли до нитки, но сплотились как семья. Про дорогущий ресторан у подножья и отвратительное отношение персонала к гостям я даже рассказывать не буду. А мы спешим в гостиницу «Мотель Зи» в австрийском городе Фельдкирх. Это отличный мотель, чистый и, что немаловажно, недурно пахнущий. Интересен он, однако, тем, что в нем нет никакого персонала. На входе гостей никто не встречает, а вход по карточке, причем непонятно, где эту карточку взять, и главное, нет входной двери. Мы крутились полчаса вокруг да около, пока на помощь не пришел хозяин соседнего ресторана. Сегодня мы проезжаем княжество Лихтенштейн и направляемся в Швейцарию. Поскольку Швейцария не относится к Евросоюзу, граница с ней существует де-факто. Там могут остановить и осмотреть. Ввоз товаров более 100 евро облагается налогом, поскольку швейцарцы ездят делать покупки в соседние, более дешевые европейские страны. Но нам повезло, нас не остановили. А еще в Швейцарии не работают сим-карты, купленные в странах Евросоюза. И деньги по-прежнему швейцарские франки, курс которого примерно равен доллару. Все это мы узнали, уже будучи тут. Итак, Швейцария. Мировая столица нейтралитета, банков, часов, сыра и шоколада. Во всяком случае, именно так мы все о ней думаем. На самом деле, это мировая столица красивейшей природы, длиннейших и многочисленных туннелей, которые родились вследствие борьбы населения с горной местностью, а также неимоверно высоких цен. И пока мы едем по некоторым из этих туннелей, я расскажу вам немного о Швейцарии. Несмотря на то, что территориально это совсем небольшая страна, на самом деле это федеративная республика, состоящая из 26 кантонов. Это такие, скажем, округи, в каждом из которых свои законы и свой язык, коих только официально в Швейцарии 4: немецкий, итальянский, французский и романшский. Ни Базель, ни Цюрих, ни Женева не являются столицами. И даже Берн определен как федеральный город, то есть место, в котором располагаются федеральные органы власти. Тут самый большой процент долгожителей по Европе. В Швейцарии проводят 4 референдума в год, а армия обороны Израиля построена именно по швейцарской модели. Не зря именно швейцарская гвардия охраняет Ватикан. Крупнейшая швейцарская корпорация – это Nestlé, куда мы, кстати, заглянем чуть позже. Первым делом в Швейцарии мы едем в Цюрих. Это крупнейший город в стране, в котором проживают почти 500 000 человек. Цюрих порадует глаз любого, даже самого искушенного туриста. Тут особая архитектура и неимоверная чистота. Вообще, в плане чистоты и тишины Швейцария очень отличается даже от самых развитых европейских стран. Тут это на уровне федерального законодательства. Сидя у Цюрихского озера, можно покормить лебедей. Они прямо в наглую выпрашивают у тебя еду клювом об обувь. У того же озера можно послушать баяниста, поющего на чистом русском языке.
Давайте просто пройдемся по улочкам и скверам Цюриха, заглянем в пару бутиков и поедим настоящего цюрихского шоколада. Дорога в деревню Эгивиль была довольно долгой. В конце, примерно за километр до дома, когда мы поднялись по узкой лесной тропе, где с одной стороны обрыв, а с другой гремучий лес, дорога внезапно закончилась. Мы уперлись в трактор, дорожные работы, о которых Венин навигатор не знал, а наши сим-карты не работали. Камера от страха тоже отказалась снимать. В общем, альтернативную дорогу к дому мы прокладывали с горем пополам через закрывающийся ресторан и репетицию местного хора. Но в конце нас ждал уютненький дом с абсолютно новым ремонтом и добродушнейшими хозяевами. Только с утра мы смогли по-настоящему оценить место, где ночевали. Для нас накрыли стол, который был как никогда кстати. На сегодня у нас нет никаких особых планов. Просто ездить и любоваться природой, останавливаться где захотим, дышать воздухом, так сказать, разгрузочный день. И нам сразу же повезло. В километре от дома у дороги пасутся коровы. Просто жуют травку. Конечно, молоко. Представляешь, они едят вот эту травку, такую зелененькую травочку молодую едят. Конечно, у них такое молоко хорошее. Да. Ну, вот. Боишься, да? Ну, ладно. Для того, чтобы ездить по швейцарским дорогам, надо купить винетки. Сейчас идем на почту и на почте купим винетки. И когда мы таки дождались открытия почты и таки купили винетку для швейцарских автотрасс, и я даже ее приклеил, Танюша заметила, что у нас на лобовом стекле уже есть такая же. Хорошо, что можно было ее вернуть. По дороге очередная заправка. Поскольку наш путь лежит через красивейшие места, предлагаю посмотреть на Швейцарию так, как ее видят птицы.
Какой вид нам открылся, когда мы вышли на балкон, где слово «красота» приобретает немного блеклый оттенок. Сегодня, в отличие от всех остальных дней, мы побаловали себя ужином в ресторане, в котором за 3 порции мы заплатили $90. Десятый день, если не самый вкусный, то уж точно самый сладкий. Мы приехали на экскурсию по шоколадной фабрике Maison Caillé. Это реально работающая и очень даже современная шоколадная фабрика. Групповой организованный тур заходит каждые 15 минут и длится примерно час. Каждому выдается аудиогид на любом удобном для вас языке, который погрузит вас не столько в мир Кайе, сколько в мир самого шоколада. Не могу сказать, что они не рекламировали себя, но история о том, что такое шоколад, как он попал в Европу, как и из чего он сделан, с подробностями и двигающимися почти живыми экспонатами рассказана доступно и интересно. Ближе к концу мы зашли в зал, где россыпью в абсолютной доступности лежали разные съедобные ингредиенты. Бобы, разные орешки и кусочки белого шоколада. Тут же мастерская, где при тебе делают особые шоколадные изделия. В самом конце, как и ожидалось, дегустационная комната. Зайдя туда, ошибиться невозможно, даже если тебе ничего не видно. Но перед глазами открывается диво дивное. В абсолютной доступности, без какого-либо контроля, лежат десятки видов шоколадных изделий. Ешь не хочу. Они настолько вкусные и настолько доступные, что попробовать все нам так и не удалось. Примерно на полпути место в организме закончилось. Я не могу, папа. Я не могу. Формочки из шоколада. Можно туда заливать шоколад растопленный и положить в холодильник, и тогда будет тебе шоколад. Вкуснейший. В холодильник или в морозильник? В морозильник. Как и любая экскурсия по фабрике, это тоже заканчивается в фирменном магазине, где можно приобрести разную продукцию и сувениры. Мы выбрали особенно памятный сувенир. Шоколадная плитка изготовлена лично Лилией по собственному дизайну. Лилии выдали форму, залитую шоколадом на ее выбор, а также несколько ею выбранных добавок. Она украсила все на свой вкус и отдала в заморозку. Через 20 минут, вуаля, сувенир готов. А мы едем к Женевскому озеру. Но пока не в Женеву, а в город Монтро. Тот самый Монтро, который в первой строке самой узнаваемой песни Deep Purple. Правильно, Smoke on the Water. Но мы сюда приехали отнюдь не по наводке Яна Гиллана, а в музей группы Queen. Сам музей находится внутри здания казино. На самом деле это сложно назвать полноценным музеем. Это скорее дань уважения Фредди Меркьюри и группе Queen. Вход в этот рай для куиноманов абсолютно бесплатный. Тут Фредди записывал свою последнюю песню Mother Love, которую, как известно, он так и не допел. Тут и оригинальные костюмы, и слова песен, написанные от руки, и другие бесценные экспонаты. Играет соответствующая музыка. И, конечно же, стоят оригинальные инструменты группы. В общем, вся ностальгия настоящего куиномана на свете. Для того, чтобы любой посетитель мог сам попробовать свести эту песню, в музее выделена отдельная комната с огромным микшером, на которой каждый желающий может на пару минут почувствовать себя звукорежиссером группы Queen. I long for peace before I die. All I want is to know that you
проезжаем через магазин, покупаем немного еды для праздничного ужина и отправляемся в нашу следующую гостиницу недалеко от известного французского города Эвьен. Да-да, тот самый Эвьен, который вода. Наша следующая гостиница – это комплекс домов гостиничного типа, построенный на полянке в гуще леса. Мы немножко накупили еды. Салатик. Сосисочки. Сосисочки. Картошечка. И у нас сегодня будет праздничный обед. Голубика. А еще в холодильнике Вот то все колбаса. С животными можно? Масло. колбаса С и масло. животными можно? Да. И кока-кола. И яичница. С животными можно? А это на завтра. И будет яичница. А это Лиля сделала. Коровка. Вот такой у нас праздничный ужин. Маникюр на выезде. И немного отдыха, пока папа ищет следующую гостиницу и планирует маршрут на предстоящий день. А следующий день начинается с вкуснейшего завтрака. Сегодня по плану Женева и возвращение в Париж. Итак, второй по величине 200-тысячный франкоговорящий город Женева находится на юго-западе Швейцарии на берегу Женевского озера. Тут Патек Филипп 150 лет тому назад изобрел первые наручные часы. К сожалению, в его музей мы не попадаем. Тут, по одной из версий, в ЦЕРН родилась всемирная паутина, сегодня известная нам под названием интернет. Оставив машину на подземной парковке, мы направляемся к, пожалуй, самой известной и самой узнаваемой достопримечательности, которая даже стала символом города. Жидо изначально был спланирован как клапан на гидравлической станции, но выпуск скопившегося воздуха так понравился местным жителям, что со временем он был перенесен и усилен. Фонтан, конечно, поражает своей мощью, но никаких хитрых архитектурных задумок в нем нет. При ближайшем рассмотрении это просто большой краник, эдакое биде для великана. А нам предстоит 550 километров пути из Женевы в Париж. Не обошлось и без штрафа. Жандармы работают аки гопники. Появились из ниоткуда, выписали 80 евро штраф и, не выписав квитанции об уплате, уехали в никуда. На наше счастье было довольно прохладно и шел дождь. Так что за свои 80 евро мы целых 20 минут с огромнейшим удовольствием наблюдали, как работники порядка мерзнут и промокают. Ну чем не цирк. Вот небольшое напоминание о нашем маршруте до сих пор. Вдоволь нагулявшись в Париже, мы поехали в Реймс и Страсбург, погуляли в Лаголенде, прошлись по улочкам Оберамергау, промокли под крепостью Нойшванштайн, прогулялись по Цюриху, где кормили лебедей и слушали русского баяниста. Вдоволь наелись шоколада на фабрике Maison Caillé, посмотрели швейцарские Альпы и озера, заглянули в музей Куин в Монтре, прошлись по Женеве и вернулись в Париж, чтобы полететь в Прагу. В аэропорту Шарль-де-Голль встретили вот такого бомжа. Его, конечно, постоянно гоняли, но он все время возвращался. Либеральная Франция. А мы летим в Прагу. В Праге на ближайшие 3 дня мы сняли уютную квартиру в самом центре города. После заселения и небольшого отдыха мы идем на прогулку. По дороге надо обязательно купить немного местной колбасы.
Ресторан «Лувр» в советском стиле предлагает широкое меню на любой вкус. Улочки Праги сложно спутать с другими городами. У них свой шарм. А это веяние новой культуры. Обезьяна с начищенными... Ну, в общем, вы сами видите. Традиционное посещение местных магазинов. Конкретно в этом более 1000 марионеток. Однако в Праге есть основные достопримечательности, обязательные к посещению для каждого туриста. Пражские куранты, несомненно, одно из самых знаковых туристических мест. Каждый час они открывают двери своего шоу, откуда выходят фигурки 12 апостолов поприветствовать народ. В 100 метрах оттуда находится ряд прилавков, предлагающий местный колоритный фастфуд, рекомендовать который, правда, не особо приходится. Но на мой вопрос, можно ли поснимать, местный продавец ответил вот так. Сегодня первый, кто сказал, можно. Мы, конечно же, рискнули и, конечно же, не доели. А вот и тырдельник. Непонятно, где он родился, но в Праге его пекут на каждом шагу. Значит так, здравствуйте, товарищ. Демонстрация пражских пакетов для собачьих какашек. Боремся за экологию, не используем полиэтилен, используем бумажку. Бумажечку. И что самое главное, собачка какашек. Ты туда отдам специальный совочек. Собираешь его, складываешь так. И берешь какашек. В данном случае камушек. Какашек. Складываешь ее. Туда же это упаковываем. И все чисто в экологии. И чисто от какашек. Вуаля. Ну еще. И тут мы плавно подходим ко второй главной достопримечательности. Это, конечно же, Карлов мост. Соединяя два берега Волтавы, он традиционно стал местом паломничества для туристов. Тут играют и поют уличные музыканты, тут продаются стандартные и самодельные сувениры. Тут рисуют художники. В общем,
Стандартный туристический набор. А мы по традиции кинем монетку, даже 2, или нет, даже 3, чтобы уж точно вернуться. На другом берегу мы купили ягоды, остановились попить кофейка. Смотри. Птички надо покормить птичку. Зернышко. Смотри. А может, я еще Съела пенку? птичка. Может, ей дать пенку? Предложить ей немножко. Кстати, совсем забыл сказать, в Праге полный легалайз. Если кому надоел Амстердам, welcome to Prague. В 500 метрах от Карлова моста есть знаковое место для любителей птиц, а точнее лебедей. Их тут десятки, а может и больше сотни. Они нагло ходят между людьми и абсолютно не боятся. Их можно кормить и даже погладить, если руку не жалко. По дороге к нашей следующей локации мы проходим через самую узкую улочку Праги – Винарная чертовка. По ней не разойтись даже вдвоем, поэтому стоит светофор. И в завершении нашего тура по Европе мы заглянули в один из старейших и красивейших джаз-клубов Праги, а может и всей Восточной Европы – клуб Редута. Сегодня здесь трибьют Элли Фицджеральд в исполнении неповторимой Элли Соненштейн. Just meant for two from which I never won't put you, and so what is it I'm waiting for the man, I'm waiting for the man. С Еленой мы познакомились в антракте, и она любезно предоставила мне честь исполнить песню «Misty» из репертуара Эллы. Look at me. I'm as helpless as a kitten, and I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I can miss it. На этом наш тур по Европе подходит к концу.